Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас на новой лекции канала «Жизнь после жизни есть, я знаю», который посвящен доказательствам жизни после смерти и устройству потустороннего мира, куда каждый из нас попадает по завершении своего земного пути, где и воссоединяется с ранее усопшими родными и любимыми и продолжает бесконечное путешествие по нашей прекрасной и удивительной Вселенной. Из сегодняшней лекции мы узнаем, как можно из этого земного мира помочь нашим любимым умершим и всему тому свету в целом. Приступим. Принято считать, что потусторонний мир, в котором каждый из нас продолжает свою жизнь после смерти биологического тела, это нечто существующее само по себе, независимо и автономно от земного материального мира. Мы обращаемся туда за помощью, просим ангелов-хранителей и Бога о заступничестве и решении наших проблем. Ругаем и хулим потусторонние силы, когда они не откликаются на наши просьбы или откликаются не так, как нам того хотелось бы. Почти никто не задумывается о том, что любая связь всегда двусторонняя, а в случае с нашими мирами особенно. Потусторонний мир не взялся сам по себе из ниоткуда. Он создается нами, живущими и отжившими свои физические жизни. Он напрямую зависит от нас и всего, что происходит на Земле, а мы зависим от него. Мы взаимопроникаем друг в друга и влияем друг на друга. Прогресс обоих миров обеспечивается обоими же мирами обоюдно. Отсюда и настойчивое желание духовных сил того света связаться с нами и донести до нас важность отказа от зла, насилия, жестокости и еще большую важность проживания наших физических воплощений достойно, на стороне света. Как уже неоднократно говорилось, смерть сама по себе ничего не меняет в человеке, кроме освобождения его духа из биологического тела. Личность остается такой же, какой была при жизни, сталкивается с теми же самыми проблемами, которые имела на Земле, и вынуждена решать их до тех пор, пока не решит. Логично, что потусторонний мир в подавляющей его части населяется личностями в тех состояниях, в которых они покинули Землю. Поскольку с качеством этих личностей на Земле в данный момент очень серьезные проблемы, та сторона, так же как и эта, наполнена злобными, жестокими, агрессивными, невежественными и малоразвитыми духами. Существующая в силу действия естественных законов бытия в духовном мире сепарация злых и нехороших духов от развитых и добрых посредством закона «подобное притягивает подобное» решает задачу существования и дальнейшего развития потусторонних обществ, достигших определенного духовного уровня. Но общую ситуацию это не спасает. Огромные области потустороннего мира – это целые миры мрака и зла, переполненные ужасными существами, когда-то бывшими людьми. Их испарения и миазмы не могут не влиять на окружение. Это и есть та самая борьба сатаны с силами света, метафорически описанная в Библии. В реальности никакого сатаны нет. Та часть человечества, которая отказалась от развития, от помощи божественным целям строительства доброй вселенной и погрязла во зле и эгоизме, и есть сатана. Тенденции безостановочного пополнения и усиления влияния этих миров тьмы удручают. Вполне возможно, что в какой-то момент чаша переполнится, и система окажется окончательно разбалансированной. А будучи разбалансированной, любая система стремится вернуться к балансу, в том числе и через катастрофу, через полную перезагрузку себя самой. Условный всемирный потоп возможен не только на Земле, но и в духовном мире. Условный Армагеддон может произойти не только в областях плотной материи, но и на том свете.
Чтобы не допустить этого, необходимо не только просить помощи и заступничества от потустороннего мира, но и активно помогать ему и его целям на протяжении всей земной жизни. Как это можно сделать? Удивительно, но это до смешного просто. Прежде всего, это личный отказ от зла, агрессии, насилия и жестокости по отношению к кому бы то ни было. Таким образом, как минимум на одну светлую и добрую душу, вашу душу, на том свете в перспективе становится больше. Чем больше таких душ, тем меньше зла в целом. А регулярные цепные реакции и волны света, запускаемые такими светлыми душами, воплощенными и нет, о которых мы уже говорили, вовлекают в массив любви, добра и счастья все больше и больше других живых существ. Помочь потустороннему миру можно через увеличение количества добрых дел и помощи окружающим людям, употребляя свою жизнь в соответствии с изначальными целями и задачами строительства доброй вселенной любви и счастья, с которыми мы были рождены в целом и направлены в вещественный мир в частности. Это отказ от негативных оценок любых событий, их останавливающего от достижения описанных целей влияния и закапывания в землю своих талантов и возможностей. Это отречение от горя, отчаяния по поводу любых бед и осознание любой жизненной ситуации как бесценной возможности для роста и приближения к Богу. Конечно, однажды получив важные знания о продолжении жизни после смерти, о нашем единстве и всеобщей связности, о наших общих целях и задачах, критически важно поделиться этими знаниями с другими, создавая таким образом светлую энергию и рассеивая темную, генерируемую злобными и невежественными духами, переселяющимися на тот свет с этого и загрязняющими его своими внутренними нечистотами. Каждый может действовать в меру своих возможностей и на своем участке. Кто-то напишет книгу, кто-то снимет фильм, кто-то создаст новый справедливый закон, а кто-то отменит действия старого и несправедливого. Кто-то расскажет умирающему близкому или незнакомому пациенту хосписа о том, что он на самом деле не умирает, а наоборот, начинает новую жизнь, тем самым избавит его от страха и подарит ему спокойствие и уверенность. Кто-то накормит голодного бездомного кота, а кто-то просто и банально переведет старушку через дорогу, вместо того, чтобы равнодушно пройти мимо, будучи поглощенным своими личными заботами, то есть эгоизмом, который и есть главное всемирное зло, от которого все наши проблемы. Духовное развитие состоит не в том, чтобы ходить на различные семинары и бесконечно болтать на них о высоком, не в изгибании в невероятные позы на йоговских ковриках и даже не в показном отказе от употребления продуктов животного происхождения. Настоящий скачок в развитии и настоящее просветление мы совершаем тогда, когда в первую очередь начинаем думать о том, как помочь другому, а не себе. Когда вместо того, чтобы взмолиться Богу о помощи, несмотря на все свои проблемы и трудности, вы подумаете о том, чем вы можете помочь Богу, это и будет свидетельствовать о переходе к истинному развитию. Итак, материальные и потусторонние миры тесно связаны и зависят друг от друга. Хотим мы этого или нет, но устраниться от вечной жизни и важной работы по мере продвижения по ней не получится. Эта жизнь, эта деятельность и их качество зависят только от нас. Пришло время понять, что от нас зависит наша жизнь не только на физическом отрезке ее существования, но и на любом другом, во все времена. Только мы определяем, как мы будем жить, хорошо или плохо, чем и как заниматься, плакать или радоваться, страдать или наслаждаться. Нет никакого автоматического рая, наступающего со смертью, как нет и такого же автоматического ада.
Никто не скажет, как нам жить и что делать. Никто не устроит наше существование. Никто не придет и не решит наши проблемы, как здесь, так и там. Нашу реальность во всех мирах и измерениях создаем только мы сами. Помогать потустороннему миру необходимо потому, что это наш общий дом, жизнь в котором и благополучие которого напрямую зависят от всех нас. Помогая другому, ты всегда помогаешь и себе. Только через такой подход можно прийти к личному и всеобщему процветанию во всех мирах и во всех измерениях. Таков естественный закон всего сущего. На сегодня это все, дорогие друзья. Дополнительную интересную и полезную информацию за пределами лекций, ответы на ваши вопросы о жизни после смерти в целом и по этой лекции в частности, а также познавательные статьи о потустороннем мире вы найдете в нашем телеграм-канале. Ссылка на него, как всегда, в описании видео и на экране. Добро пожаловать! Встречаемся на новой лекции здесь же, на нашем YouTube-канале. А пока всего вам самого лучшего, волшебного и замечательного.